Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про необычные уличные картины Жана Мишеля Баския. Годы жизни 1960-1988. Художник из США, вначале рисовавший граффити и стрит-арт, чьи работы быстро переросли уровень улицы и впоследствии стали продаваться за миллионы долларов. Впрочем, он умер в 27 лет из-за употребления наркотиков. Так-то многие его картины – это своеобразные отражения галлюцинаций, вызванные различными запрещенными препаратами. Был учеником Энди Уорхола и, несмотря ни на что, сумел стать популярным в художественной среде, что для чернокожего парня, наркомана, несколько лет жившего на улице, нечто из ряда вон выходящее. Искусствоведы относят картины Баския к неоэкспрессионизму. Они отчасти напоминали древнюю наскальную живопись и современное граффити. Часто были написаны чистыми цветами, без переходов и полутонов. Баския просто выдавливал краску из тюбика и размазывал ее по холсту. Но несмотря на кажущийся примитивизм, его работы исходят к каким-то потаенным и очень древним мыслям и чувствам, к базовым понятиям о живописи. Так впервые рисует ребенок. Правда, большинство работ Баския все же далеко не детские. Баския словно бы следовал известному завету: «Живи быстро, умри молодым». В какой-то момент он очень быстро стал популярным. Но длилась его популярность недолго. Примерно как вспыхивают и быстро гаснут звезды однодневки из сети или телевизионных шоу. Вот только в отличие от них, творчество Баския стало настоящей иконой современного неоэкспрессионизма и уличного стиля. Ему удалось перенести искусство из галерей на улицу, где оно стало доступным для всех зрителей, а позже его картины заняли свое место уже в серьезных музеях. Круговорот завершился, а Баския стал, если не самым первым уличным художником, то уж точно самым известным до появления Бэнкси. Возможно, Баскии просто не повезло с цветом кожи и местом рождения. Появись он на свет где-нибудь в Новом Орлеане, то мог бы стать хорошим музыкантом и прожить правильную и долгую жизнь. Он был очень способным мальчиком, уже в 4 года бегло читал, а в 11 говорил на нескольких языках. А в 8 лет попал в аварию и целый месяц пролежал в кровати, залечивая перелом руки и многочисленные ушибы. Чтобы сын не скучал, его родители дали ему «Анатомию Грея», и она произвела на Баскию сильное впечатление, а увиденные там картинки, основательно видоизменившись, впоследствии найдут отражение в его творчестве. А спустя год родители разведутся, и его мама окажется в психиатрической клинике. Все это, разумеется, никак не способствовало благополучному душевному состоянию мальчика. В 15 лет он впервые решит сбежать из дома. Правда, его быстро нашли и вернули обратно. Но страсть к бродяжничеству никуда не делась, и в 18 лет Баския покидает свой дом навсегда. Жить приходилось как настоящему бомжу. Иногда везло ночевать у друзей и многочисленных подружек, но чаще всего Баския просто коротал ночи на улице или где-нибудь под мостом. Благо, в Нью-Йорке все же относительно тепло. Он разрисовывал стены домов маловразумительными надписями и рисунками, которые рождались у него под воздействием марихуаны и чего-нибудь покрепче, а для заработка рисовал открытки и рисунки на футболках. Но все же музыка его привлекала больше, чем живопись. Он организовал свою группу, хотя странноватый микс джаза, фанка и синт-попа был мало кому интересен. Иное дело живопись Баскии. Хотя, когда он наконец стал известным, мог жить в нормальной квартире и вошел в творческую тусовку нью-йоркской богемы, он все равно чувствовал, что к нему относятся как к некому чернокожему дикарю из-за нескольких лет, проведенных на улице, и отсутствия нормального образования. Все это выводило его из себя, но он терпел и старался извлечь максимум из своего нового положения. Годы нужды не прошли даром. Баския старательно наверстывал упущенное, объедался деликатесами и пил коллекционные вина. Хотя и наркотики никуда не делись.
Только марихуана уступила место кокаину и героину. А еще он стал настоящим параноиком. Подозревал всех знакомых, что они общаются с ним исключительно из корыстных соображений. Деньги в его квартире свободно валялись под ногами между кучками запрещенных веществ. Но Баски даже не приходило в голову вложить их в какое-нибудь дело или хотя бы на счет в банке. Умер он от передозировки наркотиков, которые особенно явно стал употреблять после смерти Энди Уорхола, ставшего его наставником и другом. Слава и богатство для Баски оказались слишком тяжелым испытанием. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.